Всем привет! Сейчас мы перейдем уже к установке самой панели управления нашим комбайном. В прошлом уроке мы установили веб-сервер. Сейчас продолжаем. Создаю файлик шаги 2, чтобы потом добавить на сайт. Нам надо скачать файлы файлы панели. Они у нас на нашем сайте сейчас лежат. Если зайти в путеводитель, установка веб-панели. Какие файлы нам нужны? Сами файлы панели. База данных. И программа есть HeyDiscWell. В принципе, можно без нее, но с ней просто удобнее. Давайте с ней тоже как работать покажу. Оно потом в будущем пригодится. Скачиваем вот эти вот 3 файлика. Они у нас... Это уже не нужно. Они у нас в папке Downloads. Админка. База данных. И вот эта вот программа. Давайте ее поставим, пускай она стоит. Даже если пользоваться не будете, ну, я думаю, что будете пользоваться. Она бесплатная. Устанавливаем. Пока не запускаем. Смотрите, мы скачали админку и базу данных. Давайте распакуем админку. Админку мы распакуем в наш сервер. Помните, где мы делали? Домен, админ local. Или если у вас на удаленном сервере, то в папку, то есть на удаленном сервере. Все выделили. Запустили. Вот оно у нас есть. Далее, смотрите, обязательно надо будет вам зайти в папочку inc и config. Для чего? Здесь у нас данные, которые мы запомнили в прошлый раз. Наша база данных. Нам надо базу данных, юзера и пароль. Юзер, как мы помним, у нас админ. Пароль админ 1, 2, 3, если не ошибаюсь. И база данных Facebook. Мы, по-моему, так и делали. А вот мы, кстати, сейчас программкой вот этой вот Heady и проверим. Сейчас зайдем. Глядите, как удобно. То есть заходим, создаем сеанс. Он у нас на localhost. Пишем админ. Пароль админ 1, 2, 3. Сохраняем. Ну, можно обозвать было. Ну, мы заходим. Вот она у нас. Facebook. Видите, как тут просто все наглядно, удобно. Мы можем пользоваться и, как и раньше, можем пользоваться PHP MyAdmin. То же самое, просто мне там кажется, что удобнее. Ну, давайте без программы, то есть все. Если здесь все то же самое, только более наглядно,
более, скажем, продвинуто. Ну, давайте PHP MyAdmin. Почему я предлагал программой пользоваться? Там нет ограничений на объемные файлы. То есть, если у нас здесь надо будет чего-то закачать, когда-нибудь чего-нибудь объемное, да, например, с одного сервера на другой перекидывать, когда будете, если вдруг понадобится, то придется настраивать сервер, то есть ставить ограничители, убирать, там, что 2 мегабайта можно всего лишь загрузить и так далее. А в программе вот в Хейде этого нет. То есть там все хорошо, оно сразу исполняется и отлично работает. Но у нас сейчас пока база маленькая. Давайте пока тем, что под рукой. Заходим в базу наш Facebook. Видим, она пустая. Таблиц в базе данных не обнаружено. Почему такое? Ну, потому что мы туда ничего пока не залили. Поэтому мы берем второй наш файлик. Который в архиве ФБ находится. Здесь пустая база данных для нашего комбайна. Давайте его распакуем. Вот. Маленький, коротенький. И идем, сделаем импорт. То есть из файла загоним сюда. Upload файл. Он у нас в папочке FB. FB комбо, вот он. Ну, вставили, кодировка стоит. Нажимаем импорт. Все, у нас вот структура нашей базы данных появилась. Теперь у нас будет все уже работать, то есть наша панелька. Смотрите, мы здесь можем теперь вбить. Так, давайте снова по шагам, забываю говорить по шагам, что делать. Скачиваем. Файлы панели и база данных. Распаковываем. Архив с панелькой в наш домен, который мы создали. Это папка. Админ. Мы создавали admin.local. Вот еще раз покажу, где она находится. То есть на диске C. Вот наша OS панель, Domians, admin local. Вот он. Вот наши файлики. Затем открываем PHP MyAdmin. Вводим логин, пароль, который мы делали в предыдущем уроке. Выбираем
нашу базу. Она у нас Facebook называлась. Импорт. И указываем файл структуры. Который мы скачали. Итак, надеюсь, ничего сложного. Это на самом деле, по-моему, самое сложное вообще, что надо сделать. Но особых сложностей я не вижу. То есть, чтобы на чем можно споткнуться. Но вы в любом случае всегда, ну, как обычно, мне можете в Телеграме написать. Я вам всегда подскажу, что, как, чего, посмотрим. Если вы делаете на хостинге, опять же повторяюсь, то есть на стороннем каком-то хостинге, все то же самое. То есть в базу данных, делаем пользователя, в него вливаем эту структуру, это пустая оболочка базы данных. Если потом у нас будут появляться новые режимы, для которых чего-то хватать не будет, мы это все через апдейт сделаем, то есть это ничего опять же сложного, просто файлик запустили и все, сделали миграции. Все это у нас запущено, но смотрите дальше. Мы все запустили, все прописали, прописываем в папке inconfig, прописываем в логин. Имя базы данных. Вот еще раз. Вот мы прописали в конфиге. Localhost у нас здесь, потому что на компьютере на локальном находится. База данных, user, пароль. Все, больше ничего менять не надо. Сохранили. Но если мы сейчас зайдем, у нас замечательно все заходит. Admin local, логин, пароль для входа в панель. Смотрите, у нас есть еще такая вот нам надо обязательно сделать еще одну настроечку в сервере в нашем. Нам надо зайти, делаем настройку веб-сервера. Заходим в OS панель, user data, наш конфиг, выбираем наш файлик с PHP, вот PHP, вот
И в нем поиск. Находим строчку. Убираем точку с запятой. Это мы раскомментируем, чтобы это работало настройка. Убрали. Сохранили. Перезапустить сервер. Все настройки сделаны, все теперь работает. Для входа по умолчанию логин и пароль админ. Заходим. Логин, пароль админ. Можете поменять после этого в настройках. Все. Мы запустили нашу панель. И дальше уже можно работать. Сейчас она пустая, видите, файлик, у нас аккаунтов нету, ничего нет, включена по умолчанию на русском языке. В настройках мы можем парольчик поменять. Сейчас, секунду, не здесь. Settings. Вот, поменять пароль можем. Settings. Поменять язык можем, чтобы на английском был. Вот. Здесь у нас основная информация, какую можно будет видеть. В принципе, все, настройка закончена. Следующие уроки будут более интересные, потому что мы уже перейдем к практическим занятиям с режимами. То есть уже начнем инвайтить, начнем фармить интересы, начнем фармить куки, начнем лайкать и все остальное. Всем спасибо. До следующего видео.